Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Новая работа, шьем обложку на фотоальбом. Обыкновенный фотоальбом, купленный в фикс-прайсе. Я взяла ситец, обыкновенный ситец, и выкроила его в размер моей обложки. Но выкраивала так, чтобы был запас, чтобы мы могли сделать подворот. И получается у нас примерно берете по 2 сантиметра с одной стороны и с другой лишний. Лишнее мы с вами потом отрежем. Мой размер ткани 43 на 20,5. Это пока. А будем шить вот из таких джинсовых лоскутов в технике бора и сашика. Я теперь выкладываю лоскуты. Здесь у нас будет подворот. Здесь нам красота не нужна. Беру длинные полоски. А потом вот так их чередую. Но так, чтобы у нас не совпадали цвета. На полосках пустил декоративную строчку на машинке. Лоскуты выкладываем так, чтобы у нас был нахлест примерно 0,5 сантиметра. Вот эти вот ниточки или неровный край, конечно, лучше убрать. Нам они не нужны. Когда я точно буду знать, что у меня лоскуток на определенном месте, я просто приклеиваю на клей-карандаш. Тщательно мы с вами не приклеиваем, чтобы у нас ничего не смещалось. Можно выкладывать прям сразу, подбирая. Последовательность здесь не важна. Не надо придерживаться строгих правил. Вот так потихонечку мы с вами. Вот видите, здесь не хватает. Можно, но тут совпадают цвета. Вот так положить. В каком-нибудь шахматном порядке. Выложив лоскуты, у нас остались небольшие проблемы. Мы с вами можем сделать как заплатки. Вот у меня остались некоторые детальки. И примерно вот так с картинкой разместить их. Разместила лоскуты. Если у вас нет клея-карандаша, но есть флизелин, можно их приклеить на флизелин или зафиксировать булавками. И теперь мы с вами должны сделать стежку. Но стежку я буду делать декоративную, частично, кое-где пускать другим цветом нитками по контуру. Но моя затея совершенно другая. Я пустила декоративную строчку рыжими и красными нитками. Кто-то скажет, испортила. Нет, не испортила. Пусть будет так. У меня есть вот такие веревочки, но они коротенькие, совсем коротенькие. И я сейчас вручную буду делать декоративную строчку. Сделала вручную стежки. Вот так симпатично у меня получилось. Отутюжила через мокрую марлю, выровняла края. И теперь буду делать стежку. Стежку буду делать вот с такой клеенкой. Клеенка продается в хозмагазинах. Она такая плотненькая, но не толстая. Сейчас я зафиксирую булавками прям в край, кое-где. Если у вас есть такие маленькие прищепочки, воспользуйтесь ими. Если вы будете фиксировать булавками, ни в коем случае по полотну булавки не располагайте. Они остаются. Остаются дырочки маленькие. Это некрасиво. Я себе сделала вот такой трафарет. Картонка. 3 сантиметра. И теперь буду прошивать. Положила. И пускаю обыкновенную строчку, ориентируясь своего трафарета. Можно проходить в одном направлении вы. Но так как у меня объем маленький, я прошиваю, разворачиваю полотно, трафарет переношу, нитку не обрываю, а просто ее чуть-чуть вытягиваю, пускаю другую строчку. И также, когда
сделаю стежку по полотну, буду прокладывать строчки горизонтально. Сделала стежку. Посмотрите, как хорошо играет, как красиво смотрится. Стежку пускала по горизонтали, по вертикали и в одну сторону наискосок. Стежку делала, оставляла пленку. Теперь все выравниваю и беру. У нас обратная сторона вот такая некрасивая. Ниточки, конечно, эти все уберутся. Я буду делать подкладку. Беру джинсовую ткань, вырезаю вровень. Складываем изнанка к изнанкой. Для удобства прошива пускаю по периметру, прям совсем по краю, строчку и обрабатываю край. У меня это репсовая лента. Буду обрабатывать край ей. Сначала мы бока с вами проходим, а потом не будем забегать вперед. Можно взять простую полоску. Вам не обязательно брать косую бейку. Здесь у нас изогнутых линий никаких нет. Обработала один край, потом пустила строчку в одном направлении, пустила строчку в этом же направлении. У меня подкладочная ткань немножечко вылезла, подровняла и пустила отделку. И теперь мы вставляем альбом, ровно смотрим. Можно замерить, конечно, сантиметром ваш альбом и вашу заготовочку. И от центра отступить сколько надо. И теперь мы с вами делаем подворот. Допустим, вы начертили мелком, замерили, сколько у вас будет, сантиметров 5-6, и делаете. Для удобства, если хотите, можете сделать закладочку. Закладочка пришивается сразу с изнаночной стороны сюда, а потом вы отделываете край. Я для себя сделала пометку, получилось у меня 5,5 сантиметров, и сюда переношу эту же пометку. Теперь по этой пометке подворачиваем и обрабатываем свой край. Ну все, работа готова. Вот так выглядит она с изнанки. Вот моя закладочка. Репсовую ленту желательно подпалить. Вот так выглядит с лица. Теперь надо определиться, где же картинка интересней, чтобы на первый план ее сделать. Это мой альбом. Это абсолютно новый альбом. И теперь можно его сюда вставить и сделать кому-нибудь приятный подарок. Ну а теперь посмотрите, что у нас получилось. Альбом копеечный, в фикс-прайсе продается. И оригинальная обложка, сделанная своими руками. Это был мой первый опыт шить по пленке. И есть такие советы. Когда вы начинаете делать стежку по пленке, обязательно, чтобы шпулька у вас была полная. Если она у вас закончится в процессе работы, то вы где-то не увидели, у вас останутся следы от иголки. Еще, когда вы будете пришивать, обрабатывать край бейкой, то будете, когда выравнивать, совсем в край не обязательно, не надо срезать, потому что у вас где-то 0,5 миллиметриков должно быть запас, чтобы ваши стенки хорошо сюда входили. И если так получится, вы будете прошивать, и ваша пленка будет смотреть вниз на машинку, она будет плохо скользить. Вы можете положить бумагу или приклеить бумажный скотч. Лично я, когда все прошивала, я старалась, чтобы пленка была у меня наверху. Машинка идет прекрасно. Ну, на этом все. Пишите комментарии, понравилось вам или не понравилось. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.